Привет, девчонки! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня необычный маникюр. Ко мне в гости приехал папа, и я, как истинный мастер маникюра, не могла пройти мимо его рук. Сегодня поговорим о мужском маникюре, за или против. Я вам выскажу свое мнение по этому поводу. Ну, в общем, устраивайтесь поудобнее и смотрите. Маникюр я начинаю с апилоформы. Папа у меня носит очень короткие ноготочки, он их отрезает практически в мясо, но я все равно нашла, что попереть для того, чтобы вывести более-менее такую одинаковую форму на всех ноготках, ну, где это было возможно, естественно. Я думаю, вы догадались, что если это видео вышло на моем канале, то я обеими руками за мужской маникюр. К этому мнению я пришла еще задолго до того, как это стало мейнстримом, и как в этом году Дудь, Моргенштерн и Крид сделали себе маникюр со стемпингом. Об этом я говорила еще несколько лет назад, и чуть ли не с пеной у рта доказывала то, что маникюр это точно такая же гигиеническая процедура, как постричь волосы, почистить зубы, умыть лицо, не знаю, там, побриться. Но мои собеседники мне тоже с пеной у рта доказывали, что нет, маникюр делают только мужчины нетрадиционной ориентации, либо какие-то там самовлюбленные нарциссы, либо еще какие-то нестандартные люди. Ну, у всех мнение осталось на тот счет свое, но, как видите, со временем все-таки мужской маникюр приобретает все большую популярность, и я этому несказанно рада. Ваше мнение по этому поводу я с радостью почитаю в комментариях. Я знаю, что по-прежнему существуют люди, которые со мной будут не согласны, и у них есть на это свои аргументы. Пишите их в комментарии, обсудим. Пока я с вами болтала, я уже успела опилить форму, отодвинуть кутикулу и приступила к маникюру. Вопреки всем существующим мнениям о том, что мужские руки грубые, кожа там всегда толстая, как у динозавра, спешу вас огорчить и сказать, что это далеко не так. Мужчины делают маникюр намного реже, чем женщины. Кутикула у них там не привыкла к постоянной обработке и срезу, поэтому кожа там очень и очень нежная. Нужно работать аккуратно. Я здесь работаю на где-то 12-13 тысячах оборотов поступательными движениями. Носиком я не залезаю глубоко в синусы, либо в карман, в подкутикульное пространство. Для мужских рук это абсолютно не нужно. У моего папы кутикула стелющаяся по ногтям, и когда она очень сильно отрастает, она начинает трескать, и получаются большие такие прям заусенцы, которые лопаются до крови, и, во-первых, это неприятное ощущение каждый раз, когда ты цепляешься за одежду, либо за полотенце, а во-вторых, как вы знаете, что через такие трещины в пальчиках постоянно попадает какая-то инфекция из карманов одежды, либо же просто, так как это руки, мы постоянно ими в движении, попадают какие-то бактерии, в общем, это приводит к воспалительным процессам, и начинается перекись, хлоргексидин, заматывание пластырем и тому подобное. Поэтому папа у меня периодически делает себе такую процедуру, если у него руки грязные, я отойду немножко от своей мысли, он у меня сам ремонтирует автомобили, делает что-то по дому, у нас частный дом, и там постоянно нужна какая-то работа, и все это делается руками, и он работает без перчаток, поэтому спустя там какое-то время, когда он видит, что у него забилась грязь, и кутикула начинает делать так, как сейчас вы видите в правом углу указательного пальца, он просто берет полотенце любое и стирает его в горячей воде. Во-первых, вымывается абсолютно вся грязь из-под ногтей, во-вторых, кутикула достаточно хорошо размягчается, и он потом просто пальчиком ее пододвигает для того, чтобы она вот так не трескалась и не получались ранки. Как вам такой лайфхак? Я уже переключила аппарат на реверс, работаю с правой стороной пальца. На этом пальчике была травма несколько месяцев назад в зоне кутикулы. Ноготь уже вот настолько отрос, и где-то еще через 1,5 месяца это пятнышко уже совсем отрастет, и останется просто здоровая, красивая ногтевая пластина.
Чаще всего я работаю в технике комбинированного маникюра по сухому, но так как третий раз скажу, что кожа мужская достаточно нежная, и у папы она сильно сухая, я переживала за то, что под острием лезвия она может просто треснуть и будет ранка у кутикулы, поэтому я решила размягчить ее с помощью ремувера. У меня ремувер Солю, я его использую в основном в педикюре, очень редко в маникюре, но вот сегодня как раз тот случай, когда мне его нужно использовать. Я размягчила кожу, и благодаря этому весь маникюр у меня получился абсолютно атравматичный, и мы нигде не порезали. В конце, после среза, я просто в качестве деактиватора ремувера использую водичку. Кутикулу я срезаю в 2 этапа, она немножко резиновая, и ножнички ее зажевывают, поэтому мне сначала проще срезать большую часть ножничками и потом немножко доработать. Завершающий этап маникюра – это полировка кутикулы с маслом. Ну, еще будет крем. Крем я уже решила не снимать, но сначала нам нужно предотвратить появление заусенцев. Я обильно поливаю все маслом, беру карбидно-силиконовый шлифовщик и просто прохожусь по срезу и по боковым валикам. Давайте вспомним, как выглядели ногти и руки до маникюра. И вот что получилось у нас в итоге. Папа остался очень доволен, он сказал, что обязательно будет ко мне обращаться почаще за такой процедурой, но мне нравится самой результат. А если вам понравилось это видео, то не забудьте ему поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!